Здравствуйте, меня зовут Вакап Тимур, я являюсь руководителем организации Оченгиз в городе Уфе. Сегодня я расскажу вам о том, как снимать створку на пластиковых окнах. Створки на пластиковых окнах достаточно тяжелые, и если вы делаете это первый раз, то лучше вам подстраховаться. Если кто-то есть рядом, друг, или отец, родные, то пусть они вам помогут. Иначе вы, думая, что она легкая, можете не рассчитать свои силы, и створка может упасть, не дай бог, на вас. Так вот, для того, чтобы снять створку, нам необходимо снять верхнюю накладку на верхней петле. Снимается она легко, одним движением руки. И посмотреть на верхнюю петлю. Створка держится на нижней петле, на штырьке. И на верхней петле, тоже на съемном штырьке. Для того, чтобы снять створку, нужно вытащить штырек. Для этого открываете створку, берете рукой в нижнюю часть, чтобы она была готова принять вес. Нажимаете, допустим, отверточкой на верхнюю часть штырька. Вот еще раз вам покажу. Вот штырек, видите, он в таком положении. Нажимаете на верхнюю часть штырька, вот он опустился. Дальше поддеваете его отверткой и тянете вниз. Если он у вас не тянется, надо створочку покрутить и найти то положение, в котором штырек идет вниз. Почему мы створку снимаем в открытом положении? Потому что в открытом положении штырек легче выходит. То есть, вот как видите, штырек вот сняли. Этой рукой мы ее держим, створку, которую снизу взяли, то есть она у нас вес держит. Взяли правой рукой и приподняли, сняли с нижней петли. Аккуратно положили. Вы спросите меня, для чего вам это понадобится. Часто бывает такое, что на старых окнах при открывании, допустим, балконной двери или створки происходит скрип. То есть люди фурнитуру как бы смазали, вроде ухаживают, а скрип все равно есть. Это происходит из-за того, что вот нижний штырек, на котором ходит петля, его тоже нужно смазывать. Бывает, что туда попадет песок или что-то в этом роде, и при открывании скрипит дверь. То есть вот вы сняли створку, взяли тряпочку, очистили его от старого масла, капнули на него, смазали и одеваете створку на место. И тогда ваша створка никогда не будет скрипеть и не будет проблем. Одеваем, как мы одеваем? Одеваем тоже, только уже в обратном положении. Сначала подняли створку, надели на нижнюю петлю, завели на верхнюю петлю и засунули штырек. Если, допустим, от руки сложно суется штырек, можно засунуть отверточкой или другим предметом. Закрыли створку, поставили накладку на место. На этом все. С вами был Вакап Тимур. До скорых встреч.